В 2023 году компания Porsche празднует 75 лет с момента выпуска ее первой модели – 356. Так сложилось, что как только заходит речь про эту модель, принято вспоминать народный автомобиль Volkswagen Beetle. И для этого действительно существует повод, и не один. Своему появлению на свет оба обязаны гению Фердинанда Порше, хотя, если следовать канону, создание спортивного автомобиля признано приписывать в заслуги его сыну Ферри. А еще модель 356 частично позаимствовала у Volkswagen механику, в том числе элементы подвесок, рулевой механизм и базовую конструкцию оппозитного двигателя с воздушным охлаждением, расположенного за задней осью. Да и более мелкие детали, например, фары, тоже перекочевали с Volkswagen. Но на этом сходство заканчивается. База Beetle была укорочена на 30 см, на получившееся шасси установили кузов, разработанный Эрвином Комендой. Силовой агрегат получил серьезные доработки, в частности новую головку цилиндров, коленвал, иные впускную и выпускную системы, а также сдвоенные карбюраторы Solex. В результате он стал выдавать 35 лошадиных сил, что, между прочим, было на 40% больше, чем у ранних Beetle. Но обо всем по порядку. В качестве высококлассного инженера Фердинанд Порше приложил руку к немалому количеству техники, и история о нем никак не вписывается в формат сегодняшнего видео, требуя отдельного рассказа. Однако при столь богатом портфолио под своим именем до создания 356 модели на свет появилось всего лишь 3 легковых автомобиля. Ими стали Type 64, подготовленные для гонки Берлин-Рис, запланированные на 1939 год, но отмененный по известным причинам. После Второй мировой войны Фердинанд Порше оказался в тюремном заключении во Франции, и семейное предприятие, теперь возглавляемое в Ферри, переехало из Штутгарта в тихий австрийский городок Гмюнден-Кернтен. Здесь в небольшой мастерской производился мелкий ремонт автомобилей, а чтобы как-то оставаться на плаву, была налажена торговля оборудованием, например, лебедками и водяными насосами. Значимый заказ поступил в 1946 году от итальянского гонщика Пьера Дузио. Чуть ранее, в том же году, он основал собственную марку спортивных автомобилей, и чтобы не тратить время на создание своего конструкторского бюро, он решил заказать проект гоночного болида на стороне. Таким образом был подписан контракт с Porsche. Во второй половине 1947-го проект, получивший индекс Type 360, был завершен на бумаге, и вся документация, в том числе чертежи шасси, двигателя, коробки передач и других узлов, были переданы в Италию для постройки живых машин. Дузио планировал собрать 6 единиц. Однако на свет появился только один. Во время постройки второго у компании возникли финансовые проблемы, которые привели ее к банкротству в 1949-м. Что же касается Porsche, то проект Пьера Дузио помог заработать достаточно денег, чтобы вплотную взяться за разработку собственного спортивного автомобиля с кодовым обозначением 356, работы над которым велись уже некоторое время. Несмотря на то, что Фердинанд Порше находился в тюремном заключении, он всецело оказывал поддержку сыну всеми возможными для него способами, в том числе и практическими советами и помощью в чертежах. В августе 1947-го, получив свободу, с подорванным здоровьем он вернулся домой, где одобрительно отозвался о работе, которую его сын вместе с инженером Карлом Рабе провели в его отсутствие. Чуть ранее, в том же году, Ферри предпринял попытку привлечь в проект стороннее финансирование, однако она провалилась, поскольку инвесторы сочли конструкцию Porsche слишком дорогостоящей и непрактичной. Теперь же то ли имя самого Фердинанда Порше, воссоединившегося с семьей, то ли настойчивость международного посредника и по совместительству хорошего знакомого семьи Порше Хайнца Хофера, а может и оба фактора сразу, привели к возобновлению переговоров в декабре 1947-го. Заинтересованным лицом оказался швейцарский предприниматель Руперт фон Зиенгер, который прибыл в Австрию и в этот раз остался впечатлен перспективами. Одним из определяющих факторов стало то, что на переговорах удалось обсудить концепцию модельного ряда, где, как настаивал фон Зиенгер, помимо открытой версии обязательно должен быть и более практичный вариант с закрытой крышей. Поскольку дело обстояло в канун нового 1948 года, решение со стороны швейцарца последовало только в январе. Дав согласие на финансирование проекта, фон Зиенгер внес предоплату за первые 5 автомобилей в размере 100 тысяч швейцарских франков, примерно $25 тысяч.
Таким образом, он обеспечил небольшой компании оборотные средства на закупку необходимых комплектующих. К тому же фон Зенгер получал право на эксклюзивное представительство Porsche в Швейцарии. Но на деле эта история выглядела еще интереснее. То ли незадолго до переговоров, то ли уже непосредственно после них в Цюрихе происходили следующие события. Фон Зенгер часто вращался в артистических кругах, и в один из вечеров в городском оперном театре он познакомился с Берхардом Бланком, оказавшимся состоятельным владельцем цюрихского отеля «Европа». Как выяснилось, у Бланка был еще и побочный бизнес, которым, правда, он был не очень сильно увлечен. Оказывается, на первом этаже его отеля был расположен демонстрационный зал, где были представлены такие британские автомобильные марки, как Daimler, Lanchester и Allard. Фон Зенгер поведал своему новому знакомому историю о переговорах с Porsche. Он намекнул, что их спортивные машины хорошо бы вписались в бизнес-модель Бланка. И если Бланк инвестирует 100 тысяч швейцарских франков, то станет партнером Porsche и получит эксклюзивные права на продажу новой марки в Швейцарии. Под впечатлением и понимая, что фон Зенгер планирует инвестировать аналогичную сумму, Бланк с охотой согласился вложить необходимые средства в проект. На самом деле именно он, по сути, предоставил фон Зенгеру капитал, необходимый для заключения договора с Porsche. Осенью 48-го у этой истории было не менее интересное продолжение, но о нем немного позднее. После того, как произошло финансовое вливание, события стали развиваться быстрыми темпами. С помощью фон Зенгера удалось договориться о поставках необходимых комплектующих. Например, одним из крупных поставщиков стал швейцарский импортер Volkswagen компания AMAG. Вот как позднее вспоминал сам Ферри Порше те события. Разрешение на ввоз материалов в Австрию необходимо было получить от правительства в Вене. А это были не только запасные части, но и листовой алюминий. Оно выдавалось нам при условии, что мы продадим все произведенные автомобили за границу, поскольку Австрия остро нуждалась в иностранной валюте. Разрешение правительства не всегда можно было получить быстро, поэтому компаньонам нередко приходилось организовывать поставки, о которых в столице не знали. Излюбленным местом тайных переходов границы из Германии был курортный городок Бад Рахенхаль, расположенный в юго-восточной части Баварии на границе с Австрией. Оттуда через перевал Качберг можно было сразу же отправиться на юг в Гмюнтен-Кернтен. Доходило даже до того, что такие мелкие, но жизненно важные детали, как высококачественные немецкие свечи зажигания, попадали в Австрию в карманах одежды туристов. Благодаря всем этим мерам работы по постройке родстеров с кодовым обозначением 356И1 наконец-то сдвинулись с места. Кстати, в итоге их было произведено 4 единицы. Параллельно активно велись работы по разработке шасси для будущего купе, получившее индекс 356И2. Оно было готово в апреле 1948 года. Ферри Порше вместе с Карлом Раби протестировали его на дорогах 15 апреля, а уже 8 мая на нем прокатился и фон Зенгер, высоко оценив проделанный объем работ. По сути, он стал первым сторонним человеком, приоткрывшим занавес в будущее компании Porsche. 3 июня 1948 года был окончательно утвержден чертеж внешнего облика купе, выполненный Эрвином Комендой. Он продолжал идеи родстера Type 356И1. Особенно притягивало взгляд то, что арки значительно выступали над колесами, что для того времени было необычно. 22 июня произошла очередная знаковая встреча партнеров, где был подписан контракт на поставку 50 автомобилей в Швейцарию. Уже через неделю первый предсерийный прототип купе был готов к выезду на дорогу. 30 июня Карл Раби с инженером Эмилем Рупилиусом отправились на нем на восток в Прейтнинг, где проходила выставка лесозаготовительной техники. Там они представили свое новое творение королевской особе, князю Лихтенштейна. Вернувшись обратно, они встретились с чиновниками из Вены с целью обсуждения вопроса о предоставлении государственного займа молодой компании. Кстати, пока купе набирало первые километры, разработанный чуть ранее родстер уже успел привлечь внимание, засветившись на Гран-при Швейцарии, а чуть позже и в Инсбруке.
Что же касается купе, то сочетание его аэродинамичной формы и легкого веса, а это чуть более 600 килограммов, оказалось настолько удачным, что 40 лошадиных сил позволяли разгонять автомобиль до 140 км в час. Цель Ферри Порше – добиться хорошей производительности за счет легкости конструкции – была достигнута. Более того, удалось добиться распределения веса по осям в пропорции 44:56. При этом она не менялась при наличии пассажиров в салоне, а учитывая расположение топливного бака спереди, при полной заправке даже немного смещалась вперед. Ну а теперь обещанное продолжение истории о швейцарских инвесторах. Удивительно, но с самого начала переговоров фон Зенгеру удавалось встречаться с семьей Порше наедине. А Бланку он постоянно обещал организовать личную встречу с Фердинандом Порше и его зятем Антоном Пиехом, но под разными предлогами она постоянно переносилась. Так продолжалось до сентября 48-го, и Бланк стал всерьез беспокоиться о своих вложенных средствах, подозревая, что дело нечисто. И вот как описывает дальнейшее развитие событий историк Порше Марко Маринелло. Дело происходило в Цюрихе 20 сентября 1948 года. Прогуливаясь по Банхофштрассе, Бланк случайно увидел на другой стороне улицы фон Зенгера. С ним был мужчина, по одежде которого в нем легко можно было распознать австрийца. Бланк решительно направился к ним, заметив при этом, что фон Зенгер предпринял попытку избежать встречи. Однако Бланк подошел к незнакомцу и поприветствовал его как доктор Порше. Тут же выяснилось, что это был не Фердинанд, а его зять Антон Пиех. Не ходя вокруг да около, Бланк поинтересовался, как идет разработка спортивного автомобиля, создаваемого на его деньги. В этот момент все встало на свои места. Выяснилось, что получатель инвестиций не знал, что их источником был Бланк, и что фон Зенгер не вложил ни рапина. С этого момента фон Зенгер был исключен из команды, а компания Берхарда Бланка стала непосредственным официальным представителем Порше. Между Бланком и семьями Порше и Пиех завязалась долгая и крепкая дружба. Вдохновленный Бланк приложил личные усилия, чтобы в кратчайшие сроки подготовить свой выставочный зал для новой марки и разместил вывеску Porsche на витрине своего шоурума. Однако, несмотря на негативную окраску действий фон Зенгера по отношению к Бланку, все-таки необходимо приравнять его деятельность к реальному вкладу в развитие компании Porsche. Не без его усилий на свет наконец-то появился Родстер. Затем его мнение как потенциального заказчика помогло сформировать концепцию купе. Он же помогал решать вопросы, связанные с поставкой запчастей на ранних этапах. Да и без фон Зенгера Бланк, наверное, так никогда и не узнал бы о существовании компании Porsche. Так что выводы из этой истории весьма неоднозначны. Как бы то ни было, после всех этих событий Бланк включился в работу по продвижению новой марки. Получив в свой шоурум не только готовые купе, но и 2 голых шасси, он загорелся идеей построить на их основе кабриолеты. Бланк был в хороших отношениях с известными швейцарскими кузовостроителями братьями Эрнстом и Фринцем Бойтлер. Договорившись с ними, уже в 1949-м он реализовал свою идею. Отличительной особенностью дизайна кабриолета от Бойтлер стала характерная форма задних крыльев, которая смотрелась вполне привлекательно. Интересно, что сам Эрвин Коменда одобрил подобный стиль, но в компании Porsche по каким-то причинам его не приняли. В итоге, чуть позже, в том же году, Бойтлер построил еще 4 кабриолета, но они уже имели привычный внешний облик. Модель 356 показали публике на выставке в Женеве 17 марта 1949 года. На небольшом стенде были представлены купе и один из 4 поздних кабриолетов, построенных Бойтлер. Второй экземпляр купе находился на улице на площадке рядом с выставочным центром, и заинтересованные посетители могли провести на нем пробную поездку. Уже упоминавшийся ранее историк Порше Маринелло рассказывает, что эти 2 купе были отправлены в Женеву в большой спешке, и ни один из них ни в малейшей степени не соответствовал высоким стандартам мероприятия. Так что их пришлось сначала доставить в Цюрих, где Бланк договорился с Хансом Вайбелем, владельцем одноименного кузовного ателье, о приведении автомобилей в порядок. Кстати, чуть ранее Вайбель уже успел изготовить свой вариант кабриолета на шасси 356, и получился он весьма и весьма оригинальным. Что касается работ по доведению до ума заводских купе, то, по словам самого Вайбеля, его мастерская столкнулась со значительными трудностями при улучшении лакокрасочного покрытия и отделки интерьеров, но он справился.
Какова же была первая реакция общественности на 356-ю? Она оказалась сдержанной и противоречивой. К заднемоторной концепции на спортивном автомобиле отнеслись с подозрением, вспоминая причуды управляемости среднемоторных болидов Auto Union, разработанных Фердинандом Порше, а здесь еще менее традиционный подход. Другие сомнения вызывало использование элементов Volkswagen, автомобиля, достоинства которого на тот момент были еще неизвестны. И, наконец, пугала относительно высокая стоимость Porsche по сравнению с тем же Volkswagen и другими автомобилями мощностью до 40 лошадиных сил. В противовес этим аргументам выступала солидная репутация конструкторского бюро Porsche и особенно самого Фердинанда Порше, человека, который пользовался безграничным уважением и даже любовью европейских автомобильных журналистов. Так что в статьях крупных мировых изданий то и дело появлялись положительные отзывы. После Женевы последовали новые выставки, подогревающие еще больше интерес к новым австрийским спортивным автомобилям. Запросы в Гмюнд и Цюрих начинают увеличиваться. После того, как последний четвертый кабриолет был закончен и из ателье Бойтлер он попал в выставочный зал Бланка, следующий заказ на производство подобных машин отправился другому кузовостроителю из Вены, Кейбл, чья деятельность восходит к далекому 1856 году. По заказу двух жителей австрийской столицы здесь было построено два кабриолета в строгом соответствии с чертежами Эрвина Коменды. А вообще первые 2 года 356-е собирались в Австрии собственными силами. В одном из ранних интервью Карл Рабе поделился амбициозными планами касательно постройки 150 автомобилей до конца 1948 года, однако им так и не суждено было сбыться. Как мы уже отметили, в тот год было построено всего 4 штуки. А в 1949-м изготовили всего 25 единиц. Основной причиной такого медленного темпа производства оказалась сложность изготовления кузовов из-за отсутствия высококлассных специалистов. Сборка одного автомобиля занимала около 3 недель. Спустя годы сам Ферри делился с журналистами подробностями той непростой ситуации. С его слов, на производстве был один настоящий мастер Фридрих Вебер, который мог сделать любую деталь кузова в 2 раза быстрее, чем остальные работники. Но он зачастую не приходил на работу по утрам в понедельник, потому что сильно напивался в выходные дни. Тем не менее, в течение оставшейся недели он догонял остальных по объему работ. Все эти трудности привели к тому, что постепенно энтузиазм Бланка начал угасать. Было очевидно, что продажи Porsche не оправдывали его ожидания. А в начале 50-го заказы и вовсе уменьшились. Пропустив Женевский салон в марте 50-го, Бланк решил оставить автомобильную сферу и сосредоточиться на гостиничном бизнесе. Однако в самой компании Porsche понимали, что необходимо предпринимать серьезные меры, чтобы остаться на плаву, и не сидели сложа руки. Самой обсуждаемой темой была задумка перенести сборку в Швейцарию, поближе к источнику компонентов Volkswagen. В качестве компаньона даже рассматривала швейцарская авиастроительная компания Pilatus, расположенная в станции близ Люцерна. Ей был передан во временное пользование один из прототипов купе. Однако после того, как он был изучен ведущими инженерами фирмы, в Pilatus пришли к выводу, что предпочли бы продолжать заниматься постройкой самолетов. В итоге в 1950 году компания Porsche меняет дислокацию и переезжает на свою историческую родину, в немецкий Цуффенхаузен, северную окраину Штутгарта. Считается, что это решение оказалось одним из самых правильных на этапе становления марки. Многие историки предполагают, что если бы компания осталась в Австрии или переехала в Швейцарию, той Porsche, которую мы знали, возможно, никогда бы и не было. До момента переезда было построено по одним данным 50, а по другим 52 автомобиля. После переезда в Цуффенхаузен был заключен контракт на изготовление 500 единиц кузовов с фирмой Reuter, и небольшая компания стабильно их поставляла сначала по 9, а потом и по 33 экземпляра в месяц. При всех плюсах ранние 356-е чаще всего получали порцию критики за недостаток мощности. Мотор объемом 1,1 литра, выдававший 40 лошадиных сил, не всегда соответствовал ожиданиям потребителей. Однако работы по усовершенствованию конструкции шли непрерывно, вплоть до 1966 когда с конвейера сошел последний экземпляр, параллельно с которым уже приступили к выпуску модели 912. А, например, такую знаковую проблему, как склонность к неожиданным заносам, устраняли даже на потомках 356 моделях 911. Но вернемся в 51-й.
Этот год стал одновременно и трагическим, и в то же время наполненным событиями, движущими компанию вперед. В январе ушел из жизни Фердинанд Порше, несколько последних лет своей жизни имевший серьезные проблемы со здоровьем. Сосредоточивший в своих руках управление компанией его сын Ферри предпринял действия по модернизации проекта 356. В качестве опции стали предлагать клиентам 44-сильный агрегат объемом 1,3 литра, который в 1953-м станет основным. Диаметр барабанных тормозов обновленных автомобилей был увеличен до 280 мм. В салоне появилось складное заднее сиденье. А запасное колесо установили вертикально для более удобного размещения багажа. А в 1952-м модернизация затронула и внешний вид автомобиля. Лобовое стекло теперь вместо составных частей стало цельным, не панорамным, а именно цельным, но согнутым посередине. Сзади появились сдвоенные круглые фонари. Тогда же возникла идея создания фирменного герба Porsche. Впервые предложение использовать его как знак качества для 356 модели прозвучало на встрече Ферри Порше и главного импортера марки в США Макса Хоффмана. А вот на фигуре Хоффмана стоит остановиться поподробнее, но немного позднее. Пока же в том же 1952-м произошли два события, ставшие знаковыми для компании. Сначала новая коробка передач сделала 356-ю первой серийной моделью с синхронизаторами на всех передачах. А затем новая конструкция двигателя, разработанная инженером Эрнстом Фурманом, привела к появлению самой заряженной версии, выдававшей 100 лошадиных сил. 1,5-литровый силовой агрегат с индексом Type 547 с сухим картером получил новый коленвал Хирс, полусферические камеры сгорания, увеличенные клапаны и 2 свечи на цилиндр. А самой примечательной находкой оказалось решение механизма привода клапанов. Мало того, что их было 4 на цилиндр, что и так являлось прогрессивным для своего времени, так еще и открывались они не привычными штанговыми толкателями, а с помощью отдельно установленного вала. Таким образом, это был первый агрегат Porsche с 4 распредвалами, по 2 на каждый ряд. А теперь немного поговорим о человеке, который повлиял на появление целого ряда редких и коллекционных автомобилей, а также обеспечил еще не окрепнувшей марке Porsche прочное положение на американском рынке, таком вожделенном для многих европейских производителей. Речь пойдет об уже упомянутом Максе Хоффмане, эмигрировавшем из Австрии в Париж, а в 1941-м окончательно обосновавшемся в Нью-Йорке. Сначала он основал успешную ювелирную фирму, а затем вернулся в автомобильный бизнес и открыл дилерский центр на углу 59-й улицы и Парк-авеню. Все началось с импорта марки Делае, а в 1949-м он стал единственным дистрибьютором Volkswagen на восточном побережье, предлагая покупателям модель Beetle. В следующем году, посетив парижскую автомобильную выставку, он познакомился с Фердинандом Порше. Результатом встречи оказалось соглашение о поставке 15 новых спортивных автомобилей компании. По легенде, Фердинанд высказывал пожелание о продаже хотя бы 5 автомобилей в год, на что Хоффман ответил: «Если я не могу продавать 5 машин в неделю, мне это не интересно». Зачастую Хоффман лично участвовал в различных гоночных соревнованиях и спустя некоторое время успешно выступил на 356-й на одной из гонок по подъему на холм. Так он быстро привлек внимание к экзотическому и теперь уже немецкому автомобилю американских энтузиастов, несмотря на скромные характеристики двигателя, причудливый внешний вид и высокую цену. Деятельность Хоффмана начала приносить плоды. К 1952 году продажи начали расти быстрыми темпами. Со временем Хоффман получил значительное влияние среди многих европейских производителей. Помимо Porsche в его партнерах значились Jaguar, Daimler, Mercedes-Benz, Lancia, Alfa Romeo. Благодаря его инициативе и напору Mercedes выпустил модель 300 SL, а BMW 507. Но перед этим он пытался убедить компанию Porsche создать на базе 356 серии доступный по цене и легкий спидстер. На тот момент Хоффман был единственным в США импортером компании, распространяя ее модели через сеть избранных дилеров. Среди них был его бывший клиент Джон фон Нейман из Калифорнии, владелец компании Competition Motors. Оба они были уверены, что чуть более доступный вариант с открытым верхом
окажется даже более популярным у небогатых гонщиков, чем успешный в Штатах Jaguar XK120. Да и к тому же немалое количество владельцев семейных седанов вряд ли откажутся от второго или третьего автомобиля с открытым верхом для развлечений на выходные дни. Особенно актуально это было для жителей Южной Калифорнии, которые редко сталкивались с необходимостью бороться с непростым механизмом складывающегося верха. Поначалу в Porsche с небольшим энтузиазмом отреагировали на эти призывы, однако все-таки выкатили версию America Roadster. Модель с алюминиевым кузовом ручной сборки в итоге оказалась слишком дорогой и стоила около $4500, а это было аж на 20% дороже кабриолета. Неудивительно, что реализовать удалось всего 16 единиц. По мнению Хоффмана, рынку нужна была машина стоимостью не более $3000. А чтобы свести цену и вес к минимуму, в ней необходимо оставить лишь только самое необходимое. Вот так в 1954 году на свет появился Спидстер, характерными чертами которого стало низкое, с закругленными углами, съемное для участия в гонках ветровое стекло и ковшеобразные сиденья в салоне. В машине отсутствовали механизмы стеклоподъемников, шумоизоляция, коврики. Появилась более упрощенная, но от этого ничуть не утратившая своей привлекательности передняя панель с инструментами приборов. В случае непогоды можно было воспользоваться простым тентом, изготовленным из кожи, а также установить отдельные боковые окна, крепившиеся к крышкам дверей. Забавно, что Спидстер получил прозвище «Ванна», и не только по причине внешнего облика, но и из-за склонности к протеканию во время дождя. Стоит отдать должное прозорливости Хоффмана. Успех новинки не застал себя долго ждать. Стоивший $2995 Спидстер быстро стал популярным не только среди целевой аудитории, но даже среди знаменитостей и состоятельных людей своей эпохи. Просторный салон, низкая посадка дарили более позитивные эмоции от поездок, и в целом он стал более желанным выбором по сравнению с MGA или Triumph TR2. Такая машина была, например, у Стива Маккуина. А за рулем Спидстера в гонках принимали участие Джон фон Нейман, Дэн Герни, Джеймс Дин. Интересно, что Хоффман угадал из тенденции американского рынка. К 1956 году в классе компактных автомобилей с объемом мотора до 1,5 литров стали доминировать разновидности кузовов, построенных по принципу Спидстер. Своего пика развития Спидстер достиг в 1957-м, когда появилась самая заряженная версия 1500 Grand Sport Carrera GT. Силовой агрегат, выдающий 115 лошадиных сил, сделал ее первым автомобилем производителя, преодолевшим барьер в 200 км в час. Однако к 1958 году продажи резко упали, и нужно было предпринимать какие-то меры. Так появился вариант Speedster D, быстро переименованный, правда, в Convertible D. Кузова для них выпускались на предприятии Драус из Хельброна, расположенного чуть севернее Штутгарта. В их основе лежала по-прежнему все та же концепция, но теперь появилось полноценное лобовое стекло, улучшенный мягкий верх, более комфортные сиденья, а также поднимающиеся боковые стекла. За период с 1954 по 1959 годы было построено 4144 единицы спидстеров. В это число необходимо включать автомобили и более поздней серии с буквенным индексом А, запущенные в производство с 1955-го, о которых мы сейчас и поговорим. Кстати, в будущем модернизированные версии 356 с индексами Б и С в виде спидстеров не выпускались. Однако в каком-то смысле преемниками ее выступала модель Roadster. В следующий раз спидстер в чистом виде будет построен Porsche в 1988 году на базе 911 модели. А пока стоит отметить, что за период с 48 по 55 годы общее количество машин ранней так называемой серии Pre-A составило 7627 экземпляров, и сейчас они считаются наиболее ценными среди всех серий 356. К
К моменту появления модификации с литерой «А» на франкфуртском автосалоне 1955 года марка Porsche уже ассоциировалась с победами в своем классе на гонках в Ле-Мане в 1951-1952 годах. В техническом плане новинка несла в себе ряд усовершенствований в подвеске и рулевом управлении. Появился более мощный стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизаторы стали более вертикальными, а не наклонными, как раньше. Во внешнем облике ее можно было отличить по панорамному лобовому стеклу, плавно изогнутому по всей площади. В салоне обновилась панель приборов, а сиденья фирмы Reuter с хорошей боковой поддержкой получили регулируемые спинки. Кстати, в будущем, после того, как Reuter войдет в состав Porsche, ее самостоятельное подразделение продолжит выпускать комплектующие и скоро станет знаменитой на весь мир под новым брендом Recaro. Что же касается 356 модели, то серию А принято делить на два периода. С 55 по 57, когда выпускались кузова Т1, Technisch Programm 1, и с 57 по 59 с индексом Т2, внешнее отличие которых каплевидные задние фонари вместо сдвоенных круглых, а также выхлопные патрубки, оригинально выходящие из клыков заднего бампера. В процессе производства серии А регулярно вводились различные усовершенствования и модернизации, например, карбюраторы Zenith и Weber, сцепление Haussermann и рулевой механизм ZF. Линейка двигателей теперь состояла из базового агрегата объемом 1,3 литра, выдававшего 44 силы. Далее шли два варианта объемом 1,6. В стандартном исполнении имевшие 60 сил, а в версии Super – 75. Что же касается самого топового варианта, то он неразрывно был связан со знаковым для компании Porsche событием, произошедшим в 1953-м. Тогда в гонке La Carrera Panamericana победителем в классе стал 550, а второе место завоевала модель 356. Этот успех побудил Porsche ввести в обиход обозначение Carrera для своих спортивных моделей. Спустя 2 года после победы такая модификация появилась в модельной линейке и получила самый топовый 1,5-литровый мотор, о котором мы рассказывали чуть ранее, с его фееричными 100 лошадиными силами. С 1955 по 1959 годы построено 21 045 единиц серии А, что оказалось почти в 3 раза больше самой ранней серии. Это был настоящий успех. На франкфуртском автосалоне 1959 года была представлена модель 356B 60-го модельного года. Здесь можно было обнаружить значительные изменения во внешнем облике. Из-за усилившихся требований безопасности пришлось немного приподнять фары до верхней линии переднего крыла. Вслед за ними был приподнят бампер с более крупными клыками, под которыми разместились решетки 2 воздухозаборников для охлаждения тормозов, а передние поворотники оказались более выступающими вперед. В боковых окнах кабриолета и купе появились открывающиеся форточки. В салоне, чтобы обеспечить больше места, задние сиденья немного опустили ниже, а спинку сделали раздельной. Такой тип кузова получил индекс Т5. Кстати, кузова Т3 и Т4 так и остались в виде чертежей. В 1960-м модернизировали двигатели, которые получили усовершенствованные масляные насосы. Моторы 1.6 по-прежнему выдавали 60 и 75 сил, но появилась более мощная версия Super, которая получила 90-сильную модификацию, и внешне ее можно было отличить по соответствующей надписи на кузове. Вариант серии B с индексом Т6, появившийся в 1962, можно было отличить по сдвоенной решетке на крышке двигателя сзади. А еще купе получило увеличенное заднее стекло и лючок топливного бака в правом переднем крыле. Несмотря на все эти позитивные изменения, производителю нередко доставалось от прессы, поскольку конструктивные анахронизмы все еще давали о себе знать. Например, пресловутые барабанные тормоза на всех колесах.
1961 и 1962 годах ателье Кармен из Оснабрюка предлагало необычный кузова нотчбэк, которые сейчас очень редки и особенно ценны на рынке классических автомобилей среди закрытых версий. Внешне он походил на кабриолет с установленной съемной жесткой крышей, но в данном случае она была неотъемлемой частью автомобиля. Подобного рода верх концептуально превращал компактное спортивное купе в некое подобие гран-туризма. Удивительно, что за время производства на свет появилось 2229 единиц. В то время за сумму, которую просили за Porsche с мотором 1,6 литра, можно было приобрести два Jaguar E-Type, а он, между прочим, оснащался шестеркой объемом 3,8 литра. В 1962 на модели Carrera появился новый мотор Type 587 объемом 2 литра. Его мощность составляла теперь 130, а при использовании карбюраторов Weber 140 или даже 155 лошадиных сил в зависимости от настроя. Машины серии B выпускались с 59 по 63 годы. Их количество составило 30 963 единицы. 1 июля 1963 на завод прибыла первая партия кузовов для обновленных машин серии C. И началась подготовка к дебюту на мероприятиях, устроенных в августе для СМИ, а затем и на франкфуртском автосалоне 12 сентября. Кстати, фабрика Ройтер в том же году перешла в собственность Porsche. Однако, учитывая, что ее производственные линии были заняты абсолютно новой 911, на которую отныне делалась ставка, предполагалось, что 356-ю возьмет на себя давний партнер компании ателье Кармен. Вот что писал один из журналистов издания Motorsport после франкфуртского мероприятия. Стало очевидно, что инженеры Porsche читают отчеты о дорожных испытаниях в журналах. Регулятор отопителя был заменен на рычаг, а неудобно расположенный переключатель света был перемещен, чтобы водителю не приходилось тянуться к нему через рулевое колесо. Так что Porsche продолжает подтверждать свою репутацию производителя, уделяющего пристальное внимание деталям. Главной новостью оказалось то, что очередная реинкарнация наконец-то получила полностью дисковые тормоза фирмы ATE, которые сразу же высоко оценили мировые автомобильные издания. Модернизированная система потребовала новых колес. Они крепились 5 шпильками и были закрыты более плоскими колпаками меньшего размера, чем ранее. Стандартные модификации оснащались амортизаторами Bogue, а более спортивные – Koni. Небольшие изменения в подвеске были направлены как на улучшение управляемости, так и на уменьшение пресловутой избыточной поворачиваемости. Модельный ряд относительно упростили за счет использования всего лишь 2 вариантов двигателя. От 60-сильной базовой четверки отказались, а 2 оставшихся силовых агрегата существенно доработали. Так, версия 1600S или Super 75 стала 1600C, а Super 90 был преобразован в 1600 SC. Этими 2 двигателями и оснащалась версия C в течение последних 2 лет ее жизни. Их доводкой руководил Ханс Мецгер, работавший в Porsche с 1956 года. Кстати, именно он в течение 1962-го отвечал за спортивную программу компании. Одной из целей доработок оказалась оптимизация возможностей уже не новых моторов. Другой – добиться от бывшего Super 90 тех самых 90 или более лошадиных сил, которыми в серийном производстве он до этого не мог похвастать. В результате этих доработок было создано лучшее в истории семейство двигателей для модели 356. Модернизированные двигатели отличались увеличенными размерами выпускных клапанов, измененной формой впускной и выпускной систем, а также вентиляцией картера. К тому же на вариант 1600 SC был установлен новый коленвал, который обеспечивал более плавную работу мотора на высоких оборотах, а они здесь были немалыми. На тот момент показатель 5800 оборотов в минуту стал самым высоким среди всех стандартных двигателей Porsche. Вершиной развития серии C можно по праву считать версию Carrera 2, в которой, можно сказать, воплотилось совершенство задумки 356. Все тот же 2-литровый мотор, развивающий 130 и более сил на перенастроенном шасси, дарил невероятные ощущения от вождения. Отныне сравнить Porsche с Volkswagen Beetle, только пороскошнее, при всем желании не получится. Да и стоила эта версия чуть более $7500, что было в 2 раза больше стартовой версии с мотором 1.6.
Производство модели 356C официально завершилось 28 апреля 1965 года. Несмотря на то, что на европейском рынке в этот момент она была заменена моделью 912, за океаном Porsche продолжал продавать вариант 1600 SC до конца года. Однако на этом эпоха знакового автомобиля 20 века не закончилась. В мае 1966-го из ворот завода в Цуффенхаузене вышло еще 10 автомобилей последней серии C, изготовленных по заказу особых клиентов. Этим заказчиком оказалась Королевская полиция Нидерландов, не в первый раз приобретающая продукцию Porsche. Всего же было выпущено 16 668 единиц версии C. Из них около 3500 кабриолетов, 3175 вариантов SC. Самой редкой оказалась Carrera 2, коих построили всего 126 единиц. Общее количество всех когда-либо выпущенных 356-х составило 76 303 единицы. Вот мы наконец добрались и до причины появления сегодняшнего видео. Это красный спидстер, который неразрывно связан с рок-н-ролльным прошлым его владельца. На протяжении полувека он был любимцем музыкального продюсера и концертного промоутера Майкла Лэнга. Майкл вошел в историю как один из основателей легендарного музыкального фестиваля в Вудстоке. История появления спидстера у Лэнга весьма незатейлива. В то время он часто ездил в Сан-Франциско на Porsche 912, одолженном у своего приятеля. Однажды, проезжая мимо дилерского центра в Милл-Вэлли, он заметил зеленый автомобиль, стоящий на парковке. Решение о покупке машины было принято мгновенно. На ней было уже 30 тысяч миль пробега, а зеленый цвет кузова неплохо сочетался с черным виниловым салоном. Садясь с продавцом на цене в $3500, сделка состоялась. Спустя годы Лэнг делился, что спидстер оказался самым веселым автомобилем в мире. Он идеально подходил для проселочных дорог и никогда не доставлял ему никаких проблем. Уже в 21 веке Лэнг решил восстановить свой автомобиль, к тому моменту потерявший былой блеск. Однако проект по каким-то причинам был остановлен в момент, когда кузов был разобран и покрыт грунтовкой. Долгое время он так и оставался в этом состоянии, пока в 2014-м Лэнг не продал его своему давнему другу, тоже занимающемуся музыкальным продюсированием. В том же году 356-й отправился за океан, в Бельгию, где в течение 3 лет работы наконец-то были закончены. Машину привели в состояние, соответствующее техническим характеристикам, указанным в сертификате подлинности Porsche. Так, ему вернули красный цвет, а салон стал бежевым. 4 ноября 2023-го спидстер выставляется на продажу на аукционе Sotheby's в Лондоне. Предполагаемая стоимость составляет $335-395 тысяч. А как обстоит дело с рынком подержанных автомобилей? Модель 356 давно пользуется большим спросом у автомобильных энтузиастов, так что цены постоянно растут, правда их разброс очень большой. И влияние на них оказывают такие факторы, как серия, тип кузова, статус бывших владельцев. Исторически сложилось, что если сравнить по типу кузова, то самые желанные – это спидстер, затем идут кабриолеты. Автомобили в отличном состоянии встречаются на крупных аукционах в пределах 90-150 тысяч долларов. В частных руках можно найти более доступные сделки, но и тут цены немаленькие – 60-120 тысяч. Варианты в конкурсном состоянии продаются в пределах 200-400 тысяч долларов, а некоторые даже преодолевают отметку в $500 000. Самыми дорогими исполнениями 356 традиционно являются версии Carrera. Машины в идеальном состоянии уже давно стоят дороже $1 000 000 и постепенно переваливают за $1,5 отметку. Как, например, вот этот зеленый спидстер, ушедший с молотка на аукционе Gooding & Company в 2016-м на Амелии-Айленд. Его цена составила $1 540 000, хотя организаторы вообще рассчитывали на то, что он уйдет за $2-2,5 миллиона. Ну а самой дорогой моделью 356 за всю историю
стал вот этот артистично раскрашенный кабриолет 1964 года, принадлежавший легенде рок-н-ролла Джанис Джоплин. Как и Майкл Лэнг, она тоже приобрела его не новым, а когда машине было уже 4 года. В декабре 2015-го Сотбис выставил его на аукционе в Нью-Йорке и продал за рекордные $1 760 000. Что касается героя нашего выпуска, то он уже не в первый раз появляется на мировых автомобильных торгах. 5 лет назад в том же Лондоне Сотбис продал его за 320 000. После этого были еще 2 попытки найти ему нового владельца. Сначала в феврале 2021 в Париже Сотбис потерпел неудачу, а потом его попытались продать через интернет-площадку Collecting Cars, но тоже безуспешно. Так что посмотрим, каков будет результат в этот раз. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.